я решил почитать комментарии, думаю, может, сниму какое-то видео, что-то отвечу. И вот начал перечитывать, и есть такие комментарии, которые попадают на проверку. То есть это не я их туда посылаю, посылает Google, ну, мало ли по каким причинам. Особенно если это с линками или еще с чем-нибудь. И я их перечитываю периодически, кое-какие удаляю, кое-какие, наоборот, активирую. И вот тут попался комментарий день назад под последним видео. Вот Наталья Вильде пишет. Вот сейчас мы ее заактивируем. Просто единственное, что мне его надо прочитать. Заактивируем, куда-то пропадет и будет там где-то. Доброго времени суток и солнечного Буэнос-Айреса. Я много хотела бы написать, но попытаюсь ограничиться. Как ни странно, уже 2 года, как я живу здесь, до сих пор не верится. Для меня Аргентина стала возможностью развиваться, расти. На самом деле я сюда приехала уже разговаривая по-испански, поэтому не могу себе представить, как люди живут здесь без знания языка. Я по возможности помогаю русскоязычным людям, сопровождаю как переводчик различные инстанции. С несколькими людьми постоянной основе работаю, как выездной на дом повар, онлайн, делаю работы студенческие на заказ для студентов из России. Периодически в русскоязычных чатах ищу различные подработки. Я даже успела здесь поработать помощницей руководителя, это если вкратце, потому что много чем занималась. И хочу сказать, что в Аргентине действительно есть много возможностей для развития, но для этого не стоит класть все яйца в одну корзину. Как только я сюда приехала, я активно начала общаться с аргентинцами, заметила, что большинство из них занимаются несколькими видами деятельности, потому что иначе выжить невозможно. Для меня это дополнительный бонус для всестороннего развития. Хотя фундаментально для меня знание языка, сегодня я сдаю экзамен в примарии, подаю документы в секундарию, потому что хочу учиться в университете. Что я хотела сказать в итоге. В Аргентине можно выжить и начать неплохо зарабатывать, если ты и жнец, и чтец там, и на дуде и грец. Так что успехов мне и всем, кто читает этот комментарий. У нас все получится, мы сильно, потому что доехали до Аргентины. Я очень люблю эту страну и очень ей благодарна. Так что сейчас мы это все одобрить. Все, комментарий где-то там. Мне просто надо было его прочитать. Он открытый. Если кто захочет, сам его найдет и прочитает. Кстати, сразу следующий. Я тут работаю на себя, но решил пойти учиться на рефригерасьон, а потом на сварщика. Тем более, что это бесплатно и довольно качественно. Тоже сразу туда одобрить. Не знаю, что оно попало не туда. Что я хотел сказать? Да, я вот тоже... Именно по этому же вопросу. Пока сижу, расскажу немножко. Здесь в основном так оно и есть. Что основная масса народу, как правило, работает на нескольких работах. Или же вообще на разных специальностях. То есть в каком плане на разных специальностях? Я вам покажу, где я нахожусь. Вот, смотрите, где я нахожусь. Видите? Сегодня пятница. Кто боится стрельб, так там тир просто городской. Его слышны изредка выстрелы. Но мы с ребятами здесь рыбу ловим. Отдыхаем, наслаждаемся солнышком, потому что завтра Санта-Роса. У меня очень много друзей за 30 лет жизни в Аргентине, аргентинцев. И практически все они работают на разных работах. Если не считать, что это какой-то специалист типа врач. Да даже врач. Врач работает в государственном госпитале, потом идет еще на приемы в свою какую-нибудь частную, так сказать, кабинет, там еще принимает. Учителя, они работают на 3... Да, что-то звонит, где? Это у меня, ребята, я вытяну все потом. Маленькие рыбки трогают за шкуру, так сказать, за большую наживку, тягают, откусывают, и оно получается звон постоянный. Я рассказывал о том, что надо постоянно работать на пару работ. В каком плане? Смотрите, здесь, к примеру, я знаю, вот он работает человек водителем на автобусе, а вечером он продает, у него интернет-магазин, и он в ТикТоке постоянно продает, допустим, там одежду, майки, то все, ведет ТикТоки. То есть аргентинцы, они очень вот активные в этом вопросе и ищут очень много разных заработков. У меня друзья, они имеют интернет-магазин. Он еще занимается семейным бизнесом, который, к примеру, продает там проводку для автомобилей, развозит по всей Аргентине. В то же время у него ведет рыбацкий канал. В то же время у него интернет-магазин по продаже рыболовных товаров. Он открыл еще производство для своих детей, открыл, где они занимаются, родственники и дети, производство, к примеру, выпуску прикормки.
хочешь жить, умей вертеться. И здесь именно сейчас так. И там еще и другие комментарии, я сейчас не стал читать, там, что белые люди привыкли там жить, мол, типа за большую зарплату, интеллектуальную. Не знаю, кто себя там дико белым человеком считает, честно говоря, не придерживаюсь этих вот вообще вот этих дурных разговоров, вот там мы белые, а вот это не белые. Это каждый, конечно, по-своему может как хочешь рассказывать, а я вам рассказываю про нормальных людей, а не про там белых и не белых. Так вот, в Аргентине действительно это так. Ты можешь, если ты хочешь выжить, ты должен здесь вести 2-3 полностью разных бизнеса. Здесь даже монотрибуто, которое называется частное предпринимательство, оно и то разрешает официально в налоговой инспекции открыть 3 вида деятельности, если все 3 вида деятельности могут быть разные. Если у тебя что-то не пошло, ты можешь закрыть какой-то вид деятельности и открыть второй вид деятельности. Даже, к примеру, у меня лично открыто 3 вида деятельности официально в налоговой инспекции. Одна – это продажа в интернет-магазине спортивных и рыболовных товаров. Второе – это ремонт и, как говорят, и продажа, все связано с компьютерной деятельностью. И третье – это с Ютубом связано. Вот, то есть вообще разные виды деятельности должны быть. И вот совсем правильно вот это вот комментарий, который я читал, что и другого человека, который говорит, вот я пойду выучусь. Аля. У меня есть знакомый товарищ, который сам он фармацевт, он работает в фармацевтике. И в то же время он ведет рыболовный канал и все время со мной ездит, снимает, крутится, монтирует эти видео, пытается развиться, спрашивает, как там, чтобы лучше было с просмотрами, с тем, всем. Одним словом, аргентинцы учатся крутиться. Я таких, почти все. Вот учителя работают не в одной школе, а в 2-3 школах одновременно. Здесь же так, там, допустим, до обеда, там, до 12 она работает в одной школе, потом бежит уже после обеда вечерней смене в другой школе. На какие-то дни, когда в этих школах нет, она уже в 3-й школе работает. То есть вот полностью согласен с этими людьми. И особенно, если вот, как Наталья говорит, пойду сейчас сдам за примарию экзамены, сдам за секундарию экзамены, то есть за начальную школу экзамены сдам за среднюю школу, еще и университет, поступлю в университет. Потому что здесь, если ты хочешь реально работать, обслуживать людей, особенно, если это касается какой-то медицинской сферы, еще чего-то, ты должен не рассказывать о том, что у тебя дома диплом, что ты там, оперировал, что ты там такой крутой врач. Всем до лампочки в Аргентине, какой ты крутой, где-то был там. Им, если у тебя нет подтвержденного здесь образования и нет официально выданной лицензии на работу здесь каким-то врачом, ты никто. Ты можешь на дому своих там принимать, рассказывать, как ты там у себя на квартире гинеколог такой крутой, но работать ты не сможешь официально здесь, пока ты не пойдешь в институт здесь и не пройдешь, и не сдашь их экзамены как специалист, как медик, и не будешь платить страховку за прием в своем кабинете этих людей, и не будешь, как говорят, оформлен официально. Все это будет до одного, до одного случая, пока тебя не заложат, и потом ты уже не будешь медиком, уже будешь другой человек. Я тоже вот придерживаюсь того мнения, что надо вести 2-3 работы одновременно, да еще бы желательно и поучиться, и еще получить какие-то сертификаты. Вы же знаете, чем отличается, допустим, если вы, даже я вот рассказывал про простые работы, что, к примеру, если вы хотели покрасить стены кому-то, поремонтировать сантехнику, электричество, еще что-то, да, может быть такое, что вы придете, кто-то вас позовет, вы пришли и поремонтировали, и вас даже не спросят, умеете вы или не умеете. Главное, чтобы дело было сделано. Даже, к примеру, там мы вызывали, чтобы нам подключили новый кондиционер. Мы не спрашивали у него, есть там лицензия на кондиционеры, нет. Он сделал, кондиционер заработал, все окей, мы довольны. Расплатились, человек ушел. Но в то же время есть такие вещи, как работа вот на дому, к примеру, да, вы пришли на дом кому-то, какому-то товарищу сделали, и все, это одно дело. А если вы хотите развиваться, вам надо будет делать для каких-то фирм, для каких-то локалей, для каких-то магазинов, еще чего-то. И там вот уже не пройдет вот это, что я умею делать. Ты умеешь делать, это хорошо, но вы же знаете, да, к примеру, там
Кто-то открывает какую-то кафешку, и ему надо там сделать газ перевести, потому что у него там будет кухня, еще что-то, а в этом локале не было, ему надо газовые трубы там проложить и все. Вы должны вызвать мастера, матрикулядо называется. Или же в некоторых случаях аргентинцы, так мы с друзьями делают сами все это, эти газовые. Ну, надо хоть немного понимать, конечно, и электричество, и все, но все равно, по-любому, вы должны вызвать матрикулядо, заплатить ему, то есть газовщика, который официально имеет лицензию быть газовщиком, он должен все пересмотреть и подписать. Если он не подпишет бумаги, что он пересмотрел и взял на себя ответственность за вашу работу, газовая компания не подключит газ именно к этому локалю, к этому кафешке, к этому ресторану. Потому это до лампочки, что вы можете сказать: я все умею. Хорошо, что вы все умеете, но кроме как некоторым деткам, бабкам на дому вы ничего сделать не сможете, потому что официально вы не сможете устанавливать электричество, устанавливать газ, устанавливать кондиционеры, вентиляционные системы где-то или строить что-то круто, если у вас нет на это лицензии. Имеется в виду не то, что лицензии, что вам разрешили этому работать, а то, что вы не являетесь, не закончили курсы и не получили регистрационный номер о том, что вы специалист в этом деле. Вы должны это иметь, если вы хотите развиваться. Если просто подработка сегодня на сегодня, это одно. А вот вы должны выписывать счета, да? То есть вы в АФИПе должны быть зарегистрированы в налоговой инспекции, потому что пришел ты кому-то, даже вот я кому-то ремонтировать компьютера. Я должен выписать ему счет, что я сделал такие-то компьютера, получил от него столько-то денег, к примеру, какие работы я выполнил, и счет ему нужен. Не моя бумажка какая-нибудь там, какая попала. Блин, не даст. Vamos. Опана. Ahí está. Sábalo en boilis. ¿Quién dijo que sábalo no come boilis? Mira. Sábalo en la boca en boilis. Это чем отличается? Это тем, что вы можете брать работу для всяких фирм. Вы можете брать работу для всяких ресторанов, магазинов, локалей. Вы можете выписывать фактуры, счета можете выписывать. Вы можете подписывать ваши инсталляционы, не просто установить, потому что ты знаешь, как устанавливать, а ты можешь еще и подписать, и потом газовая компания или электрическая компания по твоей подписи может подключить к этому дому газ, свет, в общем, такие вещи. Плюс не забывайте, все, что связано с такой безопасностью, как что люди могут отравиться газом, может газ взорваться, что электричество может сделать какое-нибудь замыкание, и дом может сгореть, что вы доктор, который там что-то лечит, что-то выписывает. Это все, что связано с таким здоровьем и опасным здоровьем, оно вообще очень хорошо наказуемо в плане того, что ты не можешь просто прийти и сказать: я знаю. Ты знаешь, это хорошо, но аргентинцы, они такие. Если ему там что-то потом не понравится, он на вас суд подаст, то ты со своими знаниями будешь там прокурору рассказывать, что ты там знаешь, что ты там не знаешь. Здесь это не очень катит, кроме, конечно, частнику какому-то, может, прокатит. А если хотите работать серьезно и на фирме, надо закончить всякие курсы, надо сдать экзамены. Кстати, тут курсы не очень долгие, некоторые там 3 месяца, и есть много курсов вообще бесплатных. Получить, как говорят, право подписи, право работать, и тогда ты будешь являться специалистом. А, так сказать, только то, что ты думаешь, что ты специалист, то здесь и не канает. Что ты там себе думаешь, это твои думы. А то, что в реальности, тут в реальности совсем, как говорят, реальность немножко другая. Так что, ребята, может кому пригодится, может кто и вправду хочет на что-то развиться и сделать себе такую лицензию по специальности по какой-то. А потом наберет бригаду, и эта бригада будет на него работать, и он будет только подписывать. Таких тоже очень много. То есть один, который имеет право подписи, проверить и подписать работу, он нанимает себе бригаду, она на него работает, чернорабочих. Они там, как говорят, строят, монтируют, режут резьбы, там все. А он проверил, поуправлял, подписал эту работу, получил денежку. Один из бизнесов, почему бы и нет.
матрикуляда это называется. То есть получить матрикулю, это как получить лицензию, государственное подтверждение. Они занесены в определенные реестры, что да, действительно, как и врачи заносятся в реестр, что да, у него есть номер лицензии такой-то, и он имеет право работать. Как и, да, и почти все такие специальности, даже бухгалтера, и те, по-моему, там нормальный бухгалтер имеет в государственном реестре номер лицензии, что он там является бухгалтером, он это все изучил, и он имеет право всяких подписей там крутых и все такое. А не так пришел, говоришь, я умею считать. Ну, хорошо, что ты умеешь считать на калькуляторе. Я типа бухгалтер, я вам буду там дебет с кредитом сводить. Ну, может, конечно, в каком-то захудалом магазинчики, где продают хот-доги, может, ты там и будешь дебет с кредитом сводить. Но в хорошую фирму тебя не возьмут бухгалтером сводить дебет с кредитом. Опять клюет, опять клюет. Так что все, не буду вас грузить своей рыбалкой, я продолжаю наслаждаться пятницей. И вас хороших выходных. И подписываемся на канал, смотрим дальше. Дальше будем обсуждать, как бабки зарабатывать. У меня, кстати, есть идея рассказать в следующих видео один тоже фокус и обсудить с вами, прикол это или реальный заработок. И я потом объясню, почему прикол, а почему реальный заработок. Так что не забываем, подписываемся, следим за следующими выпусками.